Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как определять нитраты в питьевой воде. Я думаю, что многие из вас уже слышали об этой проблеме, но сегодня мы поговорим немножко подробнее, глубже и интереснее. Для начала я, конечно, хотела бы рассказать вам, как я пришла к этой проблеме, и было это довольно любопытно, потому как в детстве я мечтала быть следователем. Мне хотелось не просто следователем, а следователем-криминалистом, и мне хотелось всегда все знать, где что находится, где что спряталось и что и как может на нас влиять в этой жизни. И когда мы с друзьями сплавлялись на байдарках и пошли за питьевой водой в ближайшую деревню, мы, естественно, спрашивали у местных жителей разрешения, набрали воды, и тут один из друзей сказал: а погодите, вы не пейте эту воду, надо ее сначала проверить. Я говорю: что значит проверить? Я же вижу, что эта вода чистая, и мы всегда знали, что вода из колодца гораздо лучше, чем вода из нашего крана городского. Но не тут-то было. И коллеги сказали, коллегу зовут Андрей, и он говорит: нет, есть такая проблема, как нитраты в питьевой воде. И эта проблема особенно опасна тем, что ее невозможно увидеть, ее невозможно унюхать, ее невозможно различить невооруженным глазом. Ну, мое, конечно, ощущение следователя тут же взыграло. И говорю: да, я хочу знать, что с этой водой. Он достал простую тест-полоску, очень маленькая такая полосочка, которая похожа на тест для беременности, для определения беременности. Вскрыл ее и буквально за 1 минуту, опустив полоску в воду, через минуту он сказал мне, что да, эта вода безопасна, ее можно пить. Я была в шоке. Это, конечно, то, чем я давно хотела заниматься. Ты за 1 минуту определяешь, что вода безопасна, ее можно пить, и это то, что нам нужно. С тех пор я стала более серьезно заниматься этой темой. Мы провели уже многие сотни исследователей, когда я говорю слово исследований, и когда я говорю слово «мы», это не означает, что я одна. Я, конечно же, работала с друзьями, с коллегами, с нашими волонтерами, и исследования мы проводили по всей территории Республики Беларусь. Результаты наших исследований можно найти на сайте Water Control Info, и я думаю, каждый из вас заглянет на этот сайт обязательно, когда мы закончим сегодняшнее занятие. Итак, переходим к проблеме питьевой воды, к проблеме загрязнения нитратами питьевой воды.